Последствия санкций, введенных против режима Лукашенко, все сложнее скрывать за административным удержанием курса национальной валюты и бравыми заявлениями чиновников о том, что санкции мотивируют их и укрепляют белорусскую экономику. Вот уже и по официальным данным Белстат видно, что промышленное производство за апрель 2022 года сократилось почти на 11% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. И премьер Головченко в апреле уже не так радужно обрисовал перспективы БНЗ, МТЗ и МАЗ, которые ищут, куда бы сбыть накопившиеся складские запасы на сумму в $1,5 миллиарда. Те самые, что раньше экспортировались в ЕС, США и Украину. Тем временем Гродно-Азот вообще прекратил экспорт продукции и работает только на внутренний рынок. Режим последовательно обвиняет демократические силы в нагнетании ситуации и считает это единственной причиной, по которой вводят санкции. Он не признает публично, но прекрасно понимает, что санкции – это очевидные последствия за убийство мирных белорусов, пытки, аресты лидеров независимых профсоюзов, массовые репрессии, захват самолета, искусственно созданный миграционный кризис на границе с ЕС и соучастие в агрессии против Украины. Мы концентрируемся на работе над санкциями, не затрагивающими сбережения белорусов, а скорее даже сберегающими накопления поколений в виде золотовалютных резервов, которые сегодня бездарно расходуют экономисты режима. Наша цель заключается в том, чтобы существенно повлиять на финансирование режима и его репрессивного аппарата. В первую очередь речь идет о заморозке резервов Национального банка Республики Беларусь, корреспондентских счетов государственных банков и средств Международного валютного фонда. Также особое внимание мы уделяем возможностям обхода санкций. Пока они существуют, санкции не работают в полной мере и не оказывают должного влияния на ситуацию. Режим использует лазейки для собственного обогащения, зарабатывая на компаниях, которые ушли из России, но остались в Беларуси, и продолжение эскалации войны в Украине, так как критические компоненты для военно-промышленного комплекса продолжают поступать в Беларусь, а оттуда в Россию. Экономическое давление на режим Лукашенко должно быть своевременным, эффективным и целенаправленным. Это позволит не растягивать санкции во времени и минимизирует побочные эффекты, затрагивающие сбережения белорусов. Только в этом случае санкции способны за короткое время достичь своей цели – принудить режим прекратить репрессии против белорусского народа и соучастие в войне против Украины, а также заставить выполнить хорошо известные режиму условия для отмены санкций: освобождение всех политических заключенных, прекращение репрессий, привлечение к ответственности виновных в жестоких репрессиях, вывод российских войск и проведение новых выборов под наблюдением ОБСЕ. По традиции мы публикуем оригиналы аналитических записок, передаваемых нами в компетентные органы Европейского Союза и Соединенных Штатов Америки, за исключением моментов, требующих конфиденциальности. Мы делаем это, чтобы показать белорусам вектор, в котором работаем над экономическим давлением на режим Лукашенко. А результат этой работы вы можете увидеть в уже принятых и планируемых к принятию пакетах санкций, а также в удручающих данных, которые уже не в силах скрывать даже Белстат, и в том, как меняется риторика чиновников режима. Ознакомиться с аналитической запиской можно на сайте Народного антикризисного управления. Ссылка в описании к видео.